Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал, где мы с вами готовим косметику только из натуральных, чистых и обыкновенных, самых обыкновенных продуктов питания. И эти продукты, конечно же, у вас имеются в каждой кухне, я в этом просто уверена. И сегодня я опять рада вас познакомить с одной элементарной маской, которая будет состоять буквально из двух компонентов и пару капелек масла витамина. И она будет у нас состоять из 1 чайной ложки рисовой муки, белой рисовой муки и 1 желтка. И под конец мы с вами, конечно же, добавим волшебный витамин молодости, витамин Е. Вчера мы с вами делали маску с белком, и, естественно, желточек у нас остался, и сегодня мы его обязательно также пустим в ход нашей новой маски. Добавляем рисовую муку к нашему желтку. Прямо у нас так складно получается, как стихотворение. Желтку. И теперь мы должны аккуратненько все это перемешать до однородной консистенции. Смотрите, какая у нас получается красота. Сейчас рисовая мука войдет во взаимодействие с нашим красивым желтком. Вот, немножечко мука вберет в себя влагу, и маска станет такой, какая она нам нужна. Легкое в нанесении. Маска это, конечно же, для возрастного лица. Подходит как для мужчин, так и, естественно, для нас, девочек. И она очень и очень питательная. К тому же, к этим двум компонентам мы с вами сейчас добавим 5 капель витамина Е и еще больше ее облагородим. 1, 2, 3, 4, 5. Так, вставляем наш витаминчик. И еще раз все тщательно перемешиваем. Вот и все. Вы представляете, как это все быстро и легко. Это когда у вас нет времени, вам нужно куда-то быстренько приехать и привести себя в порядок. Вдруг вас вызвали или пригласили на свидание, к примеру, и вы хотите себя немножечко освежить. Такую экспресс-маску вы всегда можете сделать, потому как желток и рисовая мука, я думаю, найдется в каждом доме. Вот такая маска получилась. Теперь мы с вами делаем тест на аллергенность, умываемся и встречаемся в ванной комнате. Смотрите, какая у нас с вами получилась маска. Маска, нам ее хватит на раза 3-4. В зависимости от того, будете ли вы эту маску наносить на зону декольте и на шею. Я, как сказала, это экспресс-маска, и поэтому я ее делаю в тех случаях, когда мне куда-нибудь нужно срочно выехать на какую-то встречу, и если это была спонтанная встреча с какой-то подружкой, то всегда найдется у нас желток, всегда найдется, если не рисовая мука, то ее можно непременно заменить на обыкновенную пшеничную муку, это будет тоже великолепный эффект. Ну и капельки витамина, я думаю, у вас тоже есть, если вы занимаетесь домашней косметикой и делаете ее по моим рецептам. Дорогие мои, я надеюсь, вы уже сделали тест на аллергенность, и давайте приступим. Я сегодня эту маску буду наносить только на лицо, потому как я уже в душе была, погуляла, и теперь посижу немножко с масочкой, читаю какую-нибудь статейку интересную, и потом после ее смытия нанесу косметику и побегу украшать мир вместе с подружкой. Смотрите, она очень и очень удобная в нанесении, она очень приятная, хорошо ложится, она не капает, хотя вроде не очень густая, да? И насколько она полезна для возрастного лица. Желток это просто витаминная кладезь, вы знаете. В него входит и биотин, и хинин, множество витаминов, жирных кислот. Кожу будет великолепно желточек наш питать,
увлажнять, самое важное, да, для нашей возрастной кожи, кому уже 40+, очень важно, чтобы кожа была не сухой, а влажненькой. Вот. Ну а рисовая мука, она великолепно отбеливает нашу кожу. Это вообще секрет тех японок и кореянок. Так что будем ее добавлять. По мере засыхания мы получим лифтинг-эффект. Поэтому будем маску смывать аккуратно теплой водой с помощью косметической мочалочки. Витамин Е мы также добавили в эту маску. Ну и что может быть лучше? Смотрите, видите, она очень быстро подсыхает, эта маска, поэтому можно ее наносить 2-3 слоями. Вот так вот. Хранить маску, как обычно, нужно в закрытом контейнере, в холодильнике. И мы ее используем каждый второй день, пока она не закончится. Но этой маски здесь, как я уже сказала, 3-4 раза, не больше. Как только она у вас заканчивается, делаем перерыв на месяц. То есть мы делаем другие масочки по моим рецептам. Смотрите, какие мы желтенькие. Я прям так оделась в тон этой масочки. Такая нарядненькая. Ну что, мои дорогие, спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что вас все больше и больше у меня. И спасибо за ваши милые и комплименты, и комментарии, и вопросы. Я всегда рада и жду с нетерпением каких-то весточек от вас. Будьте все здоровы, молоды, красивы. Не забывайте о себе, следите за собой. И поверьте мне, что если вы будете делать домашнюю косметику, вот эти самые маски, на регулярной основе, то непременно будет хороший эффект от них. Будет приносить вашей лице, вашему коже лица большую пользу. И вы будете выглядеть всегда моложе. Будьте счастливы и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!